Всем привет! Вслед за недавними ТВСками открытого типа от Blackview ко мне прилетела новинка от Sivga, примерно такого же формата. Сама же компания во многом стала известна своими проводными решениями, особенно в сегменте полноразмерных наушников. А вот на поприще беспроводных пока что все очень скромно. Начать решили со спортивных S01. Именно так называется гарнитура, что представлена сегодня на обзоре. Скажу сразу, наушники определенно не для всех. Это отдельный спортивный сегмент. Но учитывая, как часто стали появляться подобные модели, могу предположить, что это стало довольно востребовано. Сам кейс имеет просто гигантские размеры. На сегодняшний день это, наверное, самый большой футляр, что был у меня в руках. Даже в вышеупомянутых Blackview кейс хоть и большой, но не настолько. Из интересных и весьма полезных опций футляр наделили встроенным цифровым индикатором уровня заряда. Внутри поместили монохромный дисплей, где в процентах отображается весь остаток по кейсу, а также схематично делениями обозначена индикация уровней для каждого наушника. Здесь же внутри между посадочными местами находится кнопка для активации и сброса. Снаружи имеется статусная LED-лампочка и разъем для зарядки с интерфейсом Type-C. Что характерно, помимо проводного интерфейса, кейс обладает и функцией зарядки по беспроводу. Катушка для этих целей находится в нижней части корпуса. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 600 мАч, а в каждый наушник поместили батарейку на 60. Подключение гарнитуры к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Сборка в целом качественная, и претензий по данной части у меня к устройству нет. Что же касается самих наушников, то, как я уже успел отметить, они имеют свойства накладных. Они не вставляются в уши, а звук передается через специальное отверстие, которое прикрыто металлическими перфорированными пластинами. Сборка также качественная, ровно как и у кейса. Элементы подогнаны хорошо. Специальные заушины, что выступает элементами крепления устройства на ушных раковинах, имеют свойство небольшого поворота на 30 градусов, что в свою очередь способствует более точной анатомической подгонке. Из интересных особенностей для управления в наушниках предусмотрены не сенсорные элементы, а механические кнопки. Они нажимаются мягко с легким щелчком. Их окрасили красным цветом, что, как по мне, решение спорное. Лучше бы оставили оригинальный цвет, как и у всего корпуса. В силу того, что приложение для этих наушников не предусмотрено, все жесты здесь зашиты на постоянной основе. Переназначить их не получится. При всем при этом управлять с наушников можно всеми функциями мультимедиа без исключения. Одинарное нажатие на кнопку отвечает за регулировку громкости. На правом наушнике в плюс, на левом в минус. Одно действие — это один шаг громкости. Двойное нажатие на обеих кнопках ставит трек на паузу либо возобновляет прослушивание. Если зажать кнопку на пару секунд, то такое действие позволит переключать композиции. На правом наушнике вперед, на левом назад. Тройное нажатие, в свою очередь, отвечает за вызов голосового ассистента. А вот дополнительных функций для активации в этих наушниках не предусмотрено. Нет ни мультипоинта в любой его ипостаси, ни игрового режима. Оттого конкретно по последнему вопросу особо рассчитывать на маленькую задержку не стоит. В шутере PUBG Mobile звук отстает от картинки в интервале от 200 до 280 миллисекунд. В YouTube же при этом слышимой задержки нет, ролики смотрятся комфортно. Что же касается удобства использования, то по данному моменту опыт с Blackview меня уже подготовил. Несмотря на всю свою громоздкость, они отлично сидят. Ничего не давит и не создает дискомфорта. Надевая наушники впервые, ты даже не понимаешь, что они смогут выдавать хорошее звучание, ведь по сути в ушах ты ничего не ощущаешь. Все звуки вокруг слышно отчетливо, будто на тебе и нет никаких наушников. Но по итогу, включив музыку, приятно радуешься тому факту, что все звучит весьма внятно. Вначале это очень непривычно, но со временем проникаешься. В силу особенностей конструкции и самой посадки, режим прозрачности здесь имеется по умолчанию. Ни о каком шумоподавлении, даже пассивном, речи идти не может. Данное устройство позволяет слушать музыку и при этом не терять связь с внешним миром, что для уличных активностей просто находка. Тем более, что и класс защиты здесь заявлен неплохой, по стандарту IPX5. Да, это не супер защита IP68, но от пота и дождика убережет без проблем. Аппаратно за звучание здесь отвечают большие динамические драйверы диаметром по 16,2 мм, что в целом обусловлено конструкцией и методом подачи звука. Громкости в целом хватает, но многое будет зависеть и от посадки.
Несмотря на имеющиеся поворотные заушины, в некоторых случаях наушники могут сесть неплотно. В этом плане мне лично больше зашло решение от Blackview с гибкими силиконовыми наконечниками. Тем не менее, насчет звучания лично в моем случае вопросов не возникло. Разумеется, при таком форм-факторе ожидать от наушников супербаса и мега детализации не стоит. Этот формат про другое. Здесь музыка льется в общих деталях без каких-то ярких акцентов. Слышно определенно будет все, чисто, приятно и без хрипов. Но это также отнюдь не означает, что низких частот здесь нет вовсе. Бас есть, он умеренный, и для передачи настроения его вполне хватает. И если же обозначить весь исходящий звук одним словом, то больше всего подойдет эпитет нейтральное звучание, так как особых акцентов в АЧХ данной гарнитуры нет. Таким образом, звук из наушников выходит вполне себе внятный. Слушать можно все что угодно, без перегрузов и каши. Такие наушники прекрасно подойдут для прослушивания музыки фоном, подкастов, аудиокниг и подобного формата, и при этом позволят не отрываться от реальности. Тем более, что и громкости на все это дело будет хватать. Свой тест автономности я, как обычно, проводил на 100% уровне громкости на максимальном аудиокодеке, в данном случае AAC, помимо которого здесь также имеется и стандартный SBC. И вот при таких раскладах на одном заряде я получил результат в 5 часов и 36 минут, что, учитывая размеры динамиков, очень даже неплохой показатель. Ну и на данном этапе вроде бы все, что хотел, я про эти наушники рассказал. Осталось послушать, как отрабатывают встроенные в них микрофоны. Ну что ж, друзья, у нас на очереди тест работы микрофонов в наушниках Sivga S01. Вот таким вот образом автомобильный тест проходит с закрытыми окнами, эти микрофончики. Ну и по традиции я с двух сторон на полном ходу открываю окна. Здесь не залетает ветер с двух сторон. Можно по этой штуке понять, что ветер здесь гуляет довольно-таки хаотично, попадая в уши. Ну и, собственно, вот как-то так прокатывать здесь встроенные шумодавы в эти вот микрофончики, в эти наушники. Можно примерно понять, как вас будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования с довольно-таки сильной нагрузкой. А это уже уличный тест микрофонов в наушниках Sivga. Нахожусь сейчас рядом с дорогой. По правую сторону от меня машин куча проезжает. Здесь довольно шумно. Немножко ветерка еще задувают наушники. Не знаю, слышно это будет или нет. Легенький ветерочек. Но в целом можно примерно прикинуть, как здесь отрабатывают микрофоны. В машине мне на самом деле не очень понравилось. Но, возможно, на шумной улице сценарий более такой, будет интересный. Ну и заключительный тест, друзья, уже в квартире. То есть это у нас помещение, здесь ничего не шумит, кухня в данном случае. То есть здесь абсолютная тишина стоит, то есть ничего на фоне не работает, не шумит, не гудит. Примерно как-то так вот вас будет слышать собеседник, если вы будете с ним разговаривать, находясь в каких-то домашних условиях, то есть в каких-то бытовых таких вот сценариях, да, где вы просто по комнате ходите и разговариваете по телефону с помощью данной гарнитуры. Вот таким вот образом вас будет слышать собеседник при вот таких условиях обстановки. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что в целом Sivga S01 получились весьма интересными, но далеко не самыми универсальными наушниками. И для обычного обывателя они вряд ли станут хорошим решением на каждый день, ведь само устройство условно нишевое, созданное для определенных сценариев и задач. И если все вышеизложенное в данном обзоре лично вам подходит, то наушники можно смело рассматривать к покупке. Ну а на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в следующих моих обзорах. Пока-пока.